Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами опытом строительства деревянного забора, который носит название альпийская плетенка. Есть еще вариант австрийская плетенка. Идею этого забора мы нашли в интернете, посмотрели вот подобные ролики, почитали статьи, собрали всю необходимую информацию и решили делать забор на своем участке самостоятельно. Несмотря на то, что строительного опыта у нас как такового очень мало, но после того, как 2 года назад мы получили в собственность земельный участок по программе для многодетных семей, в прошлом году мы построили небольшой деревянный каркасный домик, и здесь сейчас у нас очень много дел именно строительного направления, поэтому многие вещи приходится осваивать, изучать и делать самостоятельно. Поэтому, несмотря на определенные сомнения, мы все-таки решили закупить строительные материалы и приступить к строительству деревянного забора. А решили начать с задней стороны, попробовать, если в случае чего не пойдет, ну, как бы не поздно от этой идеи отказаться, но на данный момент уже задняя часть забора у нас сделана, и результат нас вполне устраивает. И те люди, которые видели, в принципе, тоже нас поддерживают в этом, так что мы теперь будем этот забор делать полностью. А сейчас я вам хочу рассказать, как мы его делаем, из каких материалов и весь процесс строительства забора. Основа любого забора — это, конечно же, столбы. Я для себя выбрал столбы из профильной трубы 60 на 60 миллиметров квадратные, с толщиной стенки 2 миллиметра. Обычно подобные профильные трубы продают в магазинах длиной 6 метров. Ну вот эти 6 метров мне распилили пополам, получились 3-метровые столбы. 1 метр я закапываю в землю, и 2 метра у меня остаются сверху. Вот такой метод у меня установки столбов. Долго я размышлял о том, как же мне закрепить столбы. Конечно, предпочтительным и более надежным выглядит метод бетонирования, но он также имеет свои недостатки. Очень много случаев, когда бетон вспучивается в сырой земле, а земля у нас здесь глиняная. Поэтому я не рискнул бетонировать. К тому же это, естественно, и дополнительные затраты, дополнительные сложности. И выбрал более простой метод. Это засыпка песчано-гравийной смесью. Вот такой метод мне посоветовали наши местные тут мастера, которые так делали. У них эти столбы стоят уже годами. Я надеюсь, что мои столбы тоже простоят долго. По крайней мере, нагрузка какая-то ветровая, такая силовая, на деревянный мой забор будет не очень высокая. Я думаю, что как раз для этого забора подобных столбов мне будет достаточно. Второй важный элемент забора — это, конечно, доски. Мы выбрали самый стандартный вариант. Это 6-метровые доски шириной 15 см, толщиной 2,5 см. Эти доски у нас в регионе стоят примерно где-то 220-240 рублей за штуку. Вот, мы купили эти доски, и перед установкой мы их распилили пополам, то есть приблизительно по 3 метра. Вот. Есть вариант, когда люди заплетают сразу большие 6-метровые доски, но мы решили, что более короткие доски, их плетение смотрится более симпатично, ну и, как мне кажется, с короткими досками более удобно и просто работать, поэтому мы режем их приблизительно по 3 метра. Вот, и, соответственно, столбы ставим на расстоянии где-то примерно 2,90. То есть, по моему опыту, получается, что для 3-метровой доски нужно расстояние где-то 2,90, то есть минус 10 сантиметров, которые уходят как раз вот на изгиб доски и на то, чтобы доска хорошенечко зацепилась за столб. Вот. Между металлическими столбами еще для плетения используется деревянный брус. Мы купили стандартный брус 50 на 50 квадратный деревянный. Также его обрезали по 2 метра, покрасили. И этот брус не вкапывается в землю, он просто устанавливается между двух металлических столбов, и вокруг него заплетаются доски с одной стороны, соответственно, с другой, и потом до самого верха получается вот такая корзиночка.
Вот. Ну, у меня получается высота столбов 2 метра, и в высоту максимально я могу положить вот 13-15 сантиметровых досок. Это получается 195 сантиметров высота вот именно самих досок. Ну, эти 5 сантиметров, конечно, уходят на какие-то погрешности, где-то доска чуть шире, где-то чуть уже, такое идеального ничего не бывает, где-то какие-то зазоры образуются. Так что вот как раз на 2 метра хорошо ложатся как раз 13 штук вот таких деревянных досок, и вот, соответственно, на одну секцию один брус. То есть вот у нас сторона, допустим, задняя 30 метров, значит, мы сделали 10 секций, использовали 11 металлических столбов, соответственно, 10 деревянных брусьев и по 13 досок на каждую секцию. Вот таким образом. Соответственно, самый, наверное, трудоемкий процесс в деле изготовления забора – это подготовка досок для забора. Мы их, соответственно, готовим заранее перед установкой. Что включает в себя подготовка? Это, во-первых, я распиливаю доску нужного мне размера, то есть 6 метров делаю по 3 метра. Дальше я обрабатываю ее, шлифую угловой шлифовальной машиной, болгаркой прохожу, карщеткой. И потом уже для финишной такой отделки прохожу орбитальной шлифовальной машиной. Вот. И для чего это делается? В принципе, конечно, можно не шлифовать, но опять же мы делаем для себя. Вот. Ну, чтобы просто было удобнее красить, чтобы легче было красить, чтобы, как сказать, фактура дерева была приятной глазу. Вот. Поэтому мы решили все-таки не экономить на этом и тратим определенное количество времени вот на шлифовку, подготовку доски и последующую покраску. Покраска в данном случае, конечно, является обязательной, потому что дерево, материал без покраски достаточно ненадежный. Даже когда наши доски просто полежали на улице, они уже заметно начали так темнеть, чернеть. Вот. Поэтому, конечно, без антисептика данный забор служить долго не будет. И выбор антисептика – это, как мне кажется, достаточно важный элемент, на котором экономить точно не стоит. Мы хотели выбрать какие-то самые дорогие варианты. Ну, как бы есть, конечно, такая фирма, как Тикурила, которая делает антисептики для дерева, очень хорошие, качественные, но там, конечно, вопрос цены. То есть у нас на 160 метров забора покрасить его весь Тикурилой, ну, достаточно дорого выйдет. Вот. Есть, конечно, какие-то морилки и более дешевые антисептики, Aquatex, Pinatex. Но там как бы вопрос в качестве надежности. Поэтому мы выбрали какой-то такой промежуточный вариант. Это французский антисептик V33, или я не знаю, там как-то иногда его называют 3V3. Ну, я вам покажу сейчас эту баночку. То есть, как мне показалось, достаточно хороший, качественный антисептик, который обещает нам 12 лет защиты древесины от внешних воздействий. Вот. Работа с ним очень приятна, такой достаточно густой, хорошо наносится. Вот. Легко смывается, кстати, кисточки смываются водой. И вот при этом, когда он высыхает, вся поверхность становится такой немножко глянцевой. И видно, что очень хорошая такая надежная защита от влаги. И еще один плюс этого антисептика – очень интересный выбор цветов. Мы выбрали цвет платина, и поэтому у нас уже вот новый забор иногда так выглядит как немножко состаренный, но мы как раз этого эффекта и хотели добиться. Металлические столбы, разумеется, тоже нуждаются в покраске. Здесь я выбрал краску «Практика» по краска именно по ржавчине, 3 в 1, грунт, покраска, именно тоже для такая влагоустойчивая, ну, недорогая достаточно краска, пока она меня полностью устраивает. И сверху на столбы мы ставим такие пластмассовые заглушки. В общем-то, вот это то, что касается подготовки столбов. Хочу еще рассказать о том, как я готовлю яму для столба. Я купил ручной садовый бур диаметром 20 сантиметров, длиной 1 метр. И вот как раз полностью, когда я вкручиваю этот бур в землю, значит, тут как раз у меня
яма для столба готова. Вот, работаю ручным буром. Конечно, эта работа, пожалуй, наиболее самая физически сложная в данном процессе изготовления забора. Вот, но поскольку мы работаем не торопясь, и в день я там делаю, может быть, 1-2 ямы, я решил работать ручным буром. Конечно, проще было бы купить какой-то мотобур, но здесь просто немножко как бы жаль денег, потому что в дальнейшем этот бур мне точно, наверное, никогда не понадобится, а здесь работаю пока ручным. Конечно, хочется все сразу купить, и мотобур, и какие-то еще инструменты, но пока работаю вручную. Вот. Но единственное, что я хотел бы сказать, что бур я купил диаметром 20 сантиметров, но мне кажется, вполне хватило бы и 15 сантиметров, то есть меньше был бы у меня расход именно песчано-гравийной смеси, и столб, диаметр ямы был бы поменьше, что для столба 6 на 6 было бы как бы проще его установить именно в том месте, где мне необходимо, потому что в процессе вот этого бурения яма может, конечно, немножко уходить в какую-то одну из сторон, куда этот бур поведет. Вот. И здесь у меня получается определенный там разброс в расстояниях, он небольшой, но там 5 сантиметров влево, 5 сантиметров вправо, то есть есть такая тенденция, что у меня вот эти расстояния уходят и приходится потом их подгонять. То есть я бы все-таки сейчас взял 15-сантиметровый бур и длиной вот 1 метр. Процесс подготовки доски, как ее обрезка, шлифование, покраска занимает достаточно много времени, а вот установка самой секции как раз занимает прям очень мало времени, всего лишь нам иногда нужно 5-10 минут, чтобы собрать целую секцию. Это как конструктор Лего. Обычно мы с супругой ставим посередине брус и начинаем снизу заплетать доски. После того, как 3 нижние доски мы установили, проверяем уровень, и обычно я нижнюю доску сразу закрепляю саморезами по металлу, чтобы она уже никуда не ушла. И от этой нижней доски уже собираем секцию до самого верха, и, соответственно, все у нас получается ровненько и никуда не должно уйти, просто некуда. Вот. Буду ли я закреплять верхние доски, не знаю, пока точно не буду. Доски должны полежать, устояться, устаканиться, не знаю, немножко они подсыхают в процессе того, как уже мы их установили, и торопиться с закреплением досок я бы не стал. Посмотрю, когда они уже займут свое окончательное местоположение, может быть, тогда где-то еще частично я их саморезами закреплю. Пока в этом нет никакой необходимости, потому что за счет вот этого изгиба они держатся достаточно плотно и точно самостоятельно они никуда не улетят. Сборку забора нужно выполнять последовательно, секцию за секцией, потому что важно соблюсти вот этот шахматный порядок, когда одна доска ложится с одной стороны столба, другая заходит в другую, соответственно, следующая секция пойдет уже наоборот. Поэтому мы начали с одной стороны, плавно продвигались в другую сторону, а сейчас уже немножко даже сделали угол. Угол, в принципе, тоже делается несложно, важно просто поставить доски в соответствующем положении, выбрать то место, где столба, где оно свободно для каждой конкретной доски. То есть угол выполняется просто, от этого же столба ставим столб в другую сторону и также начинаем собирать секции. Сейчас мы закончили установку задней части забора, потихоньку перешли на боковую сторону, и поэтому я могу уже отметить определенные плюсы и минусы данного забора. В целом мы довольны тем, что выбрали именно этот забор. Все у нас получается нормально, смотрится красиво, эстетично. И свою функцию, как мне кажется, забор выполняет. Он защищает от посторонних глаз, он обозначает границы участка. Вот. Он хорошо проветривается, при этом немного все-таки и защищает от ветра, потому что сквозь те щели ветер все-таки не такой сильный, как на открытом пространстве. Он дает свет немного тем растениям, которые будут расти возле него. В целом забор абсолютно экологически чистый, из экологически чистых материалов, тем более с использованием такого качественного антисептика. Вот, поэтому мы в целом очень довольны.
Единственный его очевидный минус – это то, что он плохо защищает, скажем так, от воров каких-то. Он может послужить даже лестницей для тех, кто хочет забраться к вам на участок. Вот. Но я думаю, что любой забор все-таки не является какой-то надежной защитой от воровства, поэтому я считаю, что здесь нужно просто применять какие-то дополнительные методы защиты. А так, в целом, заборы нам очень нравятся, и мы будем его доделать до конца. Посмотрим, как нам оформить ворота и калитку. Ну, все будет в едином стиле. Какая-то, если у меня будет дополнительная информация, я вам обязательно о ней расскажу. А сейчас вы, пожалуйста, поддержите меня лайками и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!